В Великобритании есть одно парадоксальное правило, которое вам никто сразу не объяснит. Чем дороже ты одет, тем ниже твой класс. Новая сумка с логотипом – минус балл. Каблуки в дневное время – еще минус балл. Идеальный яркий макияж на деловой встрече – еще минус балл. И главное, вам, конечно, никто ничего не скажет, но по взглядам будет видно, что что-то не так. Потому что британцы вообще не делают публичных замечаний, но они делают выводы. Этот код одежды я разгадывала довольно долго и болезненно. И сегодня я расскажу все, о чем я узнала. В каких магазинах одеваются разные социальные классы? Кто носит тяжелый люкс вроде Шанель или Hermes, когда идет за хлебом? В каких случаях тут можно одеться нарядно, а в каких это дурной тон? Весь мир в вопросе одежды и внешности делится на два типа культур. Первый тип – демонстративные культуры. Здесь одежда – это сигнал и статус. Ты одеваешься, чтобы тебя увидели, оценили, поняли, кто ты. Это Ближний Восток, Южная Корея, Италия, Россия, Украина, большинство стран Латинской Америки. В этих странах есть большой фокус на внешнем в целом. Автомобили, одежда, стиль ремонта. Второй тип – сдержанные культуры. Здесь одежда – это тоже сигнал, но обратный. Чем меньше ты стараешься выглядеть богато, тем выше тебя ставит собеседник по социальной лестнице. Это, например, Британия, Скандинавия, некоторые европейские страны, Германия, Нидерланды. Здесь демонстрация богатства – это слабость. Она сразу выдает потребность человека что-то кому-то доказывать. Чтобы понять, как это работает, давайте с вами отправимся на шопинг в Лондоне. Сейчас как раз и изучим ту самую классовую карту. Мы с вами на Оксфорд-стрит. Это самая демократичная шопинг-улица в Лондоне. Здесь можно встретить, в принципе, все классы сразу, от рабочего до upper middle. Но каждый заходит в двери разных магазинов. Это Primark, это Greggs или Aldi в мире одежды. Кстати, про то, как классовую систему отражают британские супермаркеты, у меня есть отдельное видео, оставлю его тут, посмотрите. Так вот, Primark – это магазин рабочего класса. Здесь дешевая одежда, часто не самых приятных составов, но зато по очень приятной цене. Никакого замысловатого дизайна, базовая база. Это я без осуждения, просто факт британской жизни. Те, кто здесь закупается, обычно даже этого и не скрывает. Ниже этого магазина уровнем, наверное, только локальные рынки и одежда в супермаркетах типа Asda. Идем с вами дальше по Оксфорд-стрит и видим такие магазины, как, например, Next или Marks & Spencer. Это нижний средний класс. Здесь одеваются врачи, медсестры, госслужащие, учителя, например. В такой одежде нет особого акцента на дизайн или крой, но зато выглядит это все очень аккуратно и предсказуемо. Если ты видишь человека в хорошем пальто из Marks & Spencer с термосом, то, в принципе, ты можешь с высокой точностью угадать и его профессию, и его годовой заработок. Кстати, Джон Льюис тоже здесь. Это уже уровень чуть выше. Британцы очень доверяют этому магазину как институту. Тут покупают все от холодильников до подарков на свадьбу. Это уважаемое место, но не то место, куда ходят за стилем. Поход за стилем начинается уже дальше. Вот Zara и тому подобные магазины. Всем известно, что Zara – это масс-маркет, который перешивает ведущие подиумные коллекции на свой лад. Еще, например, Ted Baker, Rice, ну и, конечно, еще заказ одежды на ASOS. Причем парадокс в том, что цены в Zara могут быть ниже, чем в Marks & Spencer, но важно совсем не это. Люди, которые ходят в эти магазины, это средний класс, который старается следить за модой. И вот именно в этом слове «стараются» и заключается проблема. Потому что в Британии, если видно, что ты стараешься, значит, тебе есть куда расти. Уходим с Оксфорд-стрит и идем в сторону Найтсбридж, в сторону Челси, Марилибон. Здесь уже будут бутики и Барбара, Хантер, знаменитые сапоги, Ральф Лорен. Сюда заходит upper middle class, те, у кого есть загородные дома, лабрадоры, те, кто ходит на фермерские рынки по субботам. Эта одежда дорогая, но выглядит она так, будто ее нашли на чердаке, и это не случайность. И, наконец, Savile Row. Возможно, вы помните эту улицу из видео про классовую систему. Здесь шьют костюмы на заказ с 18 века. Костюмчик с этой улицы был у Черчилля и есть у короля Великобритании Карла III. Вот именно здесь и одеваются настоящие old money. Это вещи без лейблов вообще. Некоторые из них вообще перешиваются из старых. И, в принципе, перешить пальто отца, которое когда-то было тоже сшито здесь на заказ, это просто верх моды аристократии. А все потому, что аристократии доказывать нечего и некому.
ни соседу, ни Инстаграму. Отдельная тема – винтаж. БУ одежду носят все британцы, и даже очень обеспеченные люди не считают это зазорным. Поэтому у меня есть отдельное видео, где я хожу по Portobello Market в Ноттинг-Хилл. Кстати, если вам это видео нравится, не забудьте поставить лайк и подписаться. Здесь каждое воскресенье выходит видео про парадоксы британского общества и жизнь в Англии и иммиграцию. Хорошо, подождите, неужели здесь нельзя одеться красиво, но так, чтобы это не выглядело, как будто бы это с чердака все? Можно, но все равно есть определенные правила. И лучший пример – это королевская семья. Посмотрите, например, на Кейт Миддлтон. Эксперты говорят, что то, как она выбирает одежду, как раз транслирует ее близость к людям. Она носит дорогие вещи, но очень избирательно. Это всегда микс. Например, масс-маркет с дорогим, но британским брендом или вообще перешитое платье. В ее повседневных образах всегда есть одна важная черта. Одежда никогда не перебивает ее саму, не бросается в глаза. Это всегда просто обрамление для красивой женщины. Это и есть британский идеал, и именно поэтому все так любят Кейт Миддлтон. А что насчет того, чтобы разодеться в театр или ресторан? В театр тоже нет. Это один из самых больших сюрпризов для приезжих. Ни один театр Вест-Энд не имеет дресс-кода. В зале вообще можно есть и пить. Royal Opera House, возможно, будет исключением, но и там в джинсах тебя в принципе никто не развернет. Рестораны, тут все зависит от места, но даже в мишленовских ресторанах Лондона дресс-код скорее будет исключением, чем правилом. В Москве или Дубае аналогичное заведение потребовало бы Smart Casual минимум. Но есть одно место с обязательным дресс-кодом – это Royal Ascot – королевские скачки. Здесь в каждой зоне свои правила. Обязателен головной убор, платье на бретельках. И, кстати, разодеться во все лучшее и новое, даже тут дурной тон. Кстати, 18 июня я буду на скачках и сниму там видео. Оставайтесь на канале, чтобы посмотреть. Если резюмировать, то правило, в принципе, простое. Если ты выглядишь как человек, у которого есть вкус, все отлично. Если ты пытаешься выглядеть как человек, у которого есть вкус, и пытаешься этот статус купить, то вот тут начинаются проблемки. Да, это тонко. В общем, если у вас в простом образе какая-то одна интересная вещь, это абсолютно окей. Если у вас все подобрано, все сочетается друг с другом, все новенькое, все с иголочки, то это уже не очень хорошо. Это означает, что у вас есть уже определенная тревога на тему статуса. А тревога – это первый признак того, что вы не высший класс общества. Они, как вы понимаете, ни о чем не тревожатся. Ну как же так, скажете вы? Вот иду я по Лондону и постоянно вижу людей с сумками Шанель или в каких-нибудь кроссовках Гуччи. Кто же это? Неужели это все не британцы? В целом, да, это либо туристы, либо так называемые new money, сколотившие состояние недавно, которые покупают статус таким образом, либо, и это важно, человек может быть просто из индустрии моды, и для него логотип – это профессиональный инструмент, а не сигнал богатства. Британская аристократка с сумкой Hermes, конечно, существует, но сумке будет лет 20, она будет потертая, и она будет ее носить, скорее всего, с резиновыми сапогами. Отношение к логомании и к откровенному люксу тут вообще очень специфическое. Есть такой британский бренд Burberry. Скорее всего, все, кто смотрит это видео, слышали про культовый предмет гардероба от этого бренда. Это бежевый тренч с такой клетчатой подкладкой. Но, наверное, вы не знаете, что придуман он был вообще-то для британских офицеров в Первую мировую войну. Его в свое время носили просто все, от британской королевы до Одри Хепберн. 100 лет этот предмет одежды был буквально символом сдержанной британской элиты. Заметьте, именно утилитарный плащ, который изначально был придуман вообще для военных. Но в конце 90-х Burberry решил заработать и выпустил доступную линейку одежды. На всех предметах была та самая клетка на показ на бейсболках, шарфах и сумках. Эту клетку моментально подхватила chow culture. Это британский термин для определения эстетики рабочего класса. Это про все яркое, показное и громкое. И в итоге кепки Burberry в клетку стали символом не элиты, а ее полной противоположности. Old Money просто тихо перестали носить Burberry. Burberry пытался отмыться, провел ребрендинг, поднял цены, нанял новых дизайнеров, но до сих пор дела у бренда идут не очень хорошо. Именно узнаваемость клетки Burberry и сыграла злую шутку с этим брендом. И вот другой пример, как одежда может быть политическим высказыванием и даже расколоть королевскую семью. Это Уоллес Симпсон, американка, дважды разведенная, ради которой король Эдуард VIII отрекся от британского престола. Вся королевская семья традиционно носила британских дизайнеров, а Уоллес – нет. Она была постоянной клиенткой Скиапарелли, Живанши и Диора и часто сидела в первом ряду на их кутюрных показах.
На свою скандальную свадьбу в 1937 году она надела платье Скиапарелли с омаром, нарисованным Сальвадором Дали. Каждый ее выход – это был стейтмент. Ее не любили, в том числе за то, как она одевалась. Это было слишком авангардно, слишком не бритиш, слишком вызывающе. Это просто эталонный пример того, как никогда не будет одеваться британская аристократка. Кстати, в Лондоне сейчас проходит выставка Эльзы Скиапарелли, где представлено легендарное платье с омаром. Совместно с художницей Аней Моховой мы проводим экскурсии и делаем поездки по Великобритании в рамках нашего клуба Sunday Culture Club. И одна из таких экскурсий как раз на эту выставку в воскресенье 12 июля. Экскурсию проведет историк моды, а после мы сделаем арт-практику, создадим свою брошь в стиле сюрреализма и отправимся на коктейли в ресторан в центре Лондона. Условия и полное расписание наших поездок и экскурсий вы найдете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии. Говоря про классовую систему в одежде, невозможно не сказать про универмаги. Harrods. 7 этажей, египетские интерьеры, везде золото, в общем, тяжелая артиллерия люкса. Это место, которое знают все туристы и всегда его посещают. И вот именно это и есть его главная проблема. Harrods был куплен катарским инвестфондом за 1,5 миллиарда фунтов в 2010 году. Главный растущий рынок магазина – покупатели с Ближнего Востока, из Китая и Юго-Восточной Азии. Фирменные зеленые пакеты стали статусным символом, которые везут через хитру как сувениры. Для британской старой элиты Harrods давно превратился в туристическую достопримечательность. Настоящие лондонцы туда почти не ходят, разве что в фуд-холл. Selfridges – совсем другая история. Вот вход в универмаг находится прямо за моей спиной. Находится он, во-первых, в месте подемократичнее, прямо на Оксфорд-стрит. И хотя там тоже есть люксовые бренды, он считается таким магазином для более молодой современной аудитории. Цены тут, конечно, не скажи, что доступные. Продают тут в основном какие-то интересные коллабы, молодых дизайнеров, редкие дропы. И хотя тут также есть какой-нибудь Celine или Dior, очень много вещей, которые не кричат на тебя, что они стоят десятки тысяч фунтов при первом взгляде на них. И, конечно, есть еще Liberty, универмаг, расположенный в здании в стиле тюдоровского особняка. Его вы точно узнаете, если проходили мимо. Он основан в 1875 году, знаменит своими принтами, независимыми дизайнерами и вещами, которые не найдешь больше нигде. Вот тут аристократию можно иногда заметить. Если переводить на язык классов, Harrods – это new money и туристы, Selfridges – это городской, средний и upper middle class с интересом к моде, а Liberty – это особые знатоки, upper middle и иногда old money. Знаете, в чем ждет самый большой шок тех, кто приехал из России, Украины или с Ближнего Востока? В том, как британское общество относится не только к одежде и к логотипам, а в целом к своей внешности. Представьте, вы идете на какую-нибудь профессиональную встречу, у вас каблучок, макияж с иголочки, выглядите вы очень ухоженно и, в принципе, считаете, что это профессионально и уважительно. А вот британские коллеги так не считают. А все потому, что в Великобритании, если женщина уж слишком старается ухоженно выглядеть, это тоже сигнализирует о ее тревоге. А тревога – это, естественно, признак человека, который не уверен в своем положении. Откуда это пошло? Исторически в Британии яркая ухоженность, каблуки, тяжелый мейк, броские украшения – это была эстетика рабочего класса. Есть даже выражение «Essex Girl» – девушка из Эссекса, и означает оно девушку, которая выходит повеселиться в пятницу вечером, выглядит очень по-особенному и явно не принадлежит никакой аристократии. Британка из среднего класса и выше, конечно, ухожена, но иначе. Хорошая кожа, качественная стрижка, один интересный аксессуар какой-то. Здесь нет культуры закалывать себе лицо, не вылезать от косметолога. И уж, конечно, какой-то там шелак покрытия ногтей, нарощенные волосы, ресницы, автозагар. Все это дурной тон и удел разве что выпускниц школы. Мне довелось пожить в разных странах. Сначала в Азии, на Бали, потом я 2 года жила в Германии, а теперь вот живу в Лондоне. На Бали ты в целом ходишь, в чем мать родила, а люксовые вещи просто покрываются плесенью, носить их там, честно говоря, некуда. В Германии тоже практическая страна одежды намного важнее, чем визуальная, и вообще женщин на каблуках не сыщешь днем с огнем. Но и тут, в Лондоне, на самом деле, я тоже никакого напряжения на эту тему не чувствую. Самое большое осознание, которое меня вообще здесь накрыло, никто не ожидает тут от женщины какой-то полный парад.
куда бы она ни вышла. Никому не придет в голову бросить взгляд на отсутствующий маникюр. Конечно, ваш класс, как я уже сказала, оценивают по внешнему виду и одежде. Но это исключительно внутренний процесс, который никак не выносится вовне. Никто никогда даже и не подумает вслух оценить вашу внешность, одежду или макияж. Все это дает, на самом деле, женщине потрясающую атмосферу принятия. Если вокруг нет вот этих одних скачущих газелей на каблуках в метро или светских львиц с боевым раскрасом, то тебе это тоже, на самом деле, перестает быть нужным. И если честно, это чертовски приятно потратить время на что-то другое и больше замечать мир вокруг, нежели себя в зеркале.